У нас диета. И не потому, что мы захотели. Мы это обнаружили, когда ходили просто сдавать обычные анализы по адекватной цене только в магазине для качков. Я-то люблю колбаски, я вообще белорусская душа. Если вам ситуация Ну да. позволяет не смотреть на цены, то, Да, конечно, наши советы классно. идут нафиг. Да. Монополис. Монополис. Ребят, запоминайте, прикольная такая территория. Мы молодцы, что остались в Лоде. Или не молодцы. Нам надо на солнце, хотя бы в Турцию пустите, а не вот этот вот холод польский. А мне карты побыта не успели дать, естественно, потому что они не торопились особо ее мне дать. Всем привет. Так скромненько приветик. Мы, как всегда, начинаем с распаковки. Тут надо предысторию. У нас практически да. вообще каждая распаковка сейчас с предысторией. Ребята, у нас диета. И не потому, что мы захотели, там, мы толстые или еще что-то. Но это по факту, это так и есть, ну, худеть надо. Но тут у нас диета из-за здоровья Саши. Так получается, что у Саши плохие анализы по печени уже очень давно. И вот он ходит к гепатологу много-много уже, я не знаю, уже второй год. Ну И да. вот этот анализ, он отличается. Ну, очень мы это обнаружили, когда ходили просто сдавать обычные анализы через ну, вот этого родинного лекаря. Мгм. И там попалась какая-то молодая такая Девушка. доктор, и она как вцепилась в нас клещами, нашла Ну, у знаете, нас болезнь да. вообще. Она нашла у меня, ну, кстати, наверное, надо ей сказать спасибо, потому Ну, что я до этого конечно. жила и не знала этого. У меня щитовидка, и вот со щитовидкой проблемы у меня, получается, вот эта болезнь Хашимота. Хашимота, какого-то японца. Вот, и я как бы жила всю жизнь и вообще знать не знала. Хотя она, может, недавно у меня появилась. Ну, короче, уже неизвестно. А у Саши вот обнаружила вот это с печенью, что вот у него плохие анализы. И вот он уже ходит уже второй год, но как бы он был на УЗГ все нормально, все остальные анализы тоже нормально. И вот, короче, он лечится, уже там кучу всего исключил, но анализ все равно не меняется. И в итоге другая гепатолог, она тебе что сказала? Ну, как бы тоже я второй раз у нее. Ничего она такого подозрительного не видит, уже предполагает, там, не знаю, уже диету предложила, больше движения. Причины, ну, не особо понятны. Ну, и я так сказал, что когда-то был сильно толще, больше весил, что Блин, может может, я с как-то этой стороны? связано. Но это может быть все. Ну, ты реально сидишь, у тебя же постоянно сидячая работа. Много лет у тебя сидячая работа. Ты когда в Беларуси Всегда. работал, ты же вот когда... А вы знаете, что Саша работал на... Там ты уже я уже рассказывала. рассказывала. На БТ. Монтировал новости. Да. Да. Ньюсы монтировал. Ну и в целом, вот, короче, Тоже там сидячий был. мы в этом люксмеде Да. сейчас лечимся. И сейчас уже и Оле докупили пакет. Да. Так что у нас Я щас удобнее, хожу чем к просто по окулисту. NFZ. Намного лучше. Сейчас хожу к окулисту, пойду. Мне надо еще подобрать линзы правильно. Не сделали там. Еще мне надо бадание, вот это какое-то дна ока. Дно глаза проверить. Вот. Потом надо тоже еще к разным врачам, родинки, там, знаете, вот это вот все проверить. Короче, у меня куча планов. Ну и вот такая... В связи с нашей вот этой новой диетой стараемся, чтобы у нас в тарелке было больше овощей, зелени, и там чуть-чуть каши, обед у нас или завтрак, у нас это творог, либо овсяная каша. Мне даже пришлось полюбить овсяную кашу. Ну, не так Ну, у же и тебя по плохо. своей воле. Ну, я потому что диета. хочу поддержать тебя. Я же тебя люблю. Сашульку. Ну, у Как- меня ну. просто, типа, ну, не прям жестко, но уменьшить углеводы и жиры. Ну и я как бы Саша. Не, ну это было бы странно, что ты такой на диете Да, я сидишь. могу вообще. А я знаю. Мне дисциплины Но не ты же хватает. меня всегда поддерживаешь. Ну, А я тут такая, не, я буду есть все мороженку. желейки. Кстати, от желеек тоже пришлось отказаться, ребят. Ну и, в общем-то, необычная такая распаковка. Я сама в шоке. Мне Саша сказал вот сам недавно, что он заказал вот такие сардинки. Я ожидала Ну, все, что угодно, но как бы не... Сардины, потому Почему что сардинки? тунец
не такой хороший, как Вы знали, что в может тунце, показаться. оказывается, что он впитывает в себя, забыла слово. Ртуть. Ртуть, забыла слово. Я уже просто второй день по 10 часов, и сегодня еще на утро, и у меня уже голова не варит. Я сегодня, представляете, забыла русские слова, но помнила польские. Мне надо было перевести, там женщина русскоговорящая пришла, мне надо было перевести на польский, а потом с польского на русский, и, короче, там все перепутала. Короче, полный трэш был. Сколько ты заказала? Не знаю. Заказала? Заказала? У меня уже вообще голова не варит. Тут смех в том, что вот такие хорошие полезные продукты, как сардины в собственном соку, можно купить по адекватной цене только в магазине для качков. А это же такое? Сомики маленькие какие-то? Не, это же Кто это? исландская треска, печень трески. Офигеть! Печень трески, это очень круто. Ее очень мало можно есть, но это супер полезный продукт. Я помню, мы в детстве ели. Мама иногда покупала. Просто бутерброды Рыбий жир. делала. Ну да. Ну там Блин, ну это буквально полезно, один да. в день можно съесть. Один в день кусочек? Один бутерброд. Ну типа там как чайная ложка Ой, как в день. вкусно. Я уже чувствую, как это вкусно. Витаминная бомба. Витаминная бомба. Ну и сейчас заменяем вот такими прошутто. Не прошутное, а прошутто. Такое мяско едим. Потому что я-то люблю колбаски. Я вообще белорусская душа. Вот эти вот все колбасы белорусские, мясо. Я это ела всегда, и тут в Польше я это ела. А сейчас надо заменять вот хотя бы вот такое мяско. Ну вот и все. Вот это интересно, давай откроем. Ты уже открыл? Как выглядит хоть? А кто производитель? Откуда это? Ну, сардины где-то Средиземноморье. Ну понятно, но кто это сделал? Ну, кто вот это вот всё? Марокко. О, матка кохана. Из Марокко, ребят. Это там, где Жанди жила? Я, кстати, когда-то год назад пыталась смотреть «Клон». Ну, я, короче, так и не досмотрела. Такая глупота. Как мы это вообще могли смотреть, Саш? Ну, я не знаю, я не смотрел. Нет, такой бред. То он любит одного, то любит другого, там страдания. Ну, это вообще... Лукас это тупень, как вот такой. Просто. Лукас этот шлукас. Все, короче, все. Вот такая распаковочка. И поставьте нам, пожалуйста, лайки, подобайки. Я так устала, я Чтобы сейчас было поела и чуть-чуть буду вкуснее, спать. без сладостей. Да. Подсластить надо. Свет отвратительный, ребят. Но надо терпеть. Ну, это удобное место, Да. а иногда и Ну, вечером приходится снимать. Да. Ну тут свет прям вообще, я не знаю, мы уже везде включили, он не очень. Вот надо мной. Ну, просто он вот этот ужасный. неудачное место, Ну. прямо над головой. Ну ладно, мы что включились? Продолжение темы, что мы едим на диете. И, в принципе, мы, честно говоря, это ели и Ну, мы чуть-чуть до еще диеты, но подтюнили. мы убрали просто сладкие желейки, убрали хлеб и всякую фигню. Ну, не то, что... Ну, я не убирал, хлеб уменьшил. Да. У меня не убрала. было такого, что диета строгая. Просто где-то там уменьшить хлеб, рис, картошку. Типа она сказала, вот, я говорю, я ем вот из такого там, ну, тосты на завтрак. Ну, спросила, сколько, я сказал 4. Ну, все, тогда давай, 2. делай 2. Все, окей. Но мы подтюнили, как Саша говорит. Каши, рис, я просто уменьшаю свою порцию, заменяю, насколько возможно, овощами. Мы покупали фасоль стручковую, как гарнир ели. Я сейчас вот ем вот такую кашу, чтобы она такими целыми зернами была. Ну, это Она такая горские. грубая. Ой, это вообще... Вот я ее варю с молоком, немножко добавляю воды, и потом, когда вот это вот все уже отварилось, эта кашица, добавляю туда масло сливочного, соли и улет. Хотя я раньше никогда не ела, мне было невкусно. Ну вот без сахара, без всего, просто соль мне очень нравится. Ладно, ну что, закуп недельный типа? Ну, такой недельный, ну, это база. База, да. Как бы почти все мы покупаем раз-два в неделю. Вот такое. Первый лот. Шпинак. Мы его Шпинак. второй или третий раз покупаем всего лишь. Он офигенский. Но как мы подсели жестко. Жестко потели, он такой мясистый, вкусный, мясистый, да. И посмотрите, всякие рецепты здесь.
Можно коктейлс, но Ну, я мы- не хочу Мы коктейл. покупали в Алди, а этот из Кауфланда. Ну, я думаю, шпинат и шпинат. Смотрите. Испанский. Можно сделать булочки М. какие-то с тестом слоеным и сыр фета. Так, ну это стандарт, это уже много лет. Ну реально, мы едим без шпината, мы раньше ели, просто вот эти зеленушки покупали. Авокадо был на скидке, мы его взяли. Дальше летим. Мы только что говорили про диету. Копченые крылышки. Стандарт. Не, ну, Мы не хотели так много. да, ну Это нам продавец продавец говорит. Ну, Продавец говорит, мы попросили там количество штук, он говорит, ну, пиразы живи примерно столько, берите ладно, всю берите. пачку. Я говорю, давайте уже, ладно. Лень взвешивать. Ему лень взвешивать. Она, в принципе, кто любит... Так, давайте поговорим серьезно. Кто любит копченые крылышки, ставим лайк. Несмотря ни на какую диету, несмотря на печень, почки. Но это не самый Копченые плохой крылышки еще это вариант. вкусно. То, что Ну а что это- такое? Это курица, и там же ничего такого нет. Он там просто же- копченый ну, дымом. Это не так плохо. Да. Это вкусно, ребят. Это вместо десерта. Огурец. Ну, блин, мы уже не едим ничего такого. Огурец. Хочется себя побаловать. Хумус. Я купила эти хлебцы. Я искала, чтобы были семечки тыквы. Нет, Ну да, мы Тыквенные где-то купили семечки. один раз. не было больше. Один раз нашла, так вкусно было, я их быстро съела. Не нашла больше в магазине. Ой. Чупи уже все съела свою еду. Так, пакетес номер 2. Это уже Сашка взял. На Такие хлеб... Ой, я так показываю штрих-код. тест. Пипик. Ну, на тест, короче, такие хлебцы. Ну, я просто вот эти круглые не очень Ну. люблю. Потом такая интересная, смотрите, паста помидоровая. Но тут, Ее наверное, очень классно не с диетически. макарошками. Не, ну просто с Ну, макарошками. иногда, ну, просто как мы тоже недавно Да. открыли, что это удобный и быстрый обед можно Диетический. Вот вам, пожалуйста, попробую. лот. Никогда не брал. Фасоль белый. Ну, это я буду есть. Она прям да-да-да-да-да. Но Сашка будет есть. Тут, смотрите, белок. Ну, гарнир такой. Белок и килокалорий на 100 грамм, 101 килокалория. И там только соль, фасоль и что-то еще Вода. было. И вода, да. Скыр. Теперь мы покупаем ведрами. Скыр. Но мне больше нравится йогурт. Мгм. Без всего просто. Ну, это как замена сметаны, а это просто такой белковый продукт. Так, еще такая помидоровая паста. Но это типа не кетчуп, а как такая Ну, паста. соус для макарон. Соус макарошек. Макарошки мы все любим. Макарошки надо есть. О, я советую. Это сухая влашчизна. Она продается в Кауфланде. Я не знаю, 6 злотых мы купили. А, нет, мы купили за 6, но, наверное, скидка какая-то была, так она Ну, в 8. ценнике было 8. Да. Ну, вроде нам по 6. Ну, нам по 6 почему-то посчитала. посчитала. Может, скидка какая-то была. Видите, это сухая влашчизна. Тут просто вот такими вот большими кусками для супа. Чтобы не покупать вот эту вот большую упаковку влашчизны, где там... И все на выброс там большинство. Я уже покупала несколько раз. Там очень много что на выброс. А вот это остается в супе. Корешки, там всякое такое. Помидоры, ребята, подорожали. Вот буквально полгода назад мы покупали по 9 злотых, 10 Ну, это злотых типа были килограмм. акции, наверное. Ну, килограмм Акции по были 10. роскошные. 500 грамм за 10. Не-не-не, Ещё можно. это рассыпчатые эти, на развес. За 10 килограмм? А что в бедронке? Мне кажется, Сколько около было? 15 килограмм. Я вас За обманула, маленькие. да? Ну, может, ну ладно. Ну, короче, сейчас дорого. 16, 17, 18 Вообще за капец. 500 грамм. Меня взбесили. На акции был сыр 40%. Я очень люблю с плесенью. Горгонзола. А, блин, Это не горгонзола. это горгонзола горгонзола. дольче. А что, он не А вкусный? мы такой любим. Ну ладно. Я люблю. Я горгонзолу. Я вообще там, где плесень, очень люблю. Вот это Ну, вот это Сашка сладкий, не если очень любит. дольше. Да? Он же есть такой пикантный, соленый, а есть сладкий. Ну, короче, я хотела Ну, вот в добавим эти салаты салат. добавлять. Да, нормально. Ну и, ребята, то, что мы берем постоянно, если видим, это на скидке. Это вот этот фарш. Видно? Ну, он из Вот- индюшачьей грудки. Да, Это вот ж такая супер. этикетка 13,50, а вот мы купили за 8 злотых. За 400 грамм, да. За 400 грамм. Но этот мы покупаем всегда фарш. Мы на нем живем.
Он такой вкусный, он такой сочный, классный. И мы его купили 2, 4, 6. 6. Главное место найти. Ну да, вот с местом будут проблемы, но, блин. Если бы еще были бананы на скидке, мы бы еще бананы взяли. Но бананов не было на скидке, поэтому не взяли. Так это фигня Ну, еще на пару дней у нас есть. Да. Ну вот, и все, сейчас выпьем кофе, позанимаемся спортом нашим. Ну, таким спортом, растяжкой занимаемся. Мне спина, у Саши плечи, уже все, инвалиды становимся. У меня нормально. У тебя ни ноги, ничего? Ты же сказал, растяжку будешь. Ну, я поделаю. Я думала, у тебя болит. Просто Знаете, что у нас? Есть проблема с морозильником. У нас он очень маленький. Я не знаю. И там еще Да, и там все уже забито. Продукты, которые еще до диеты куплены. Надо их съедать. А самое интересное, мы же не сказали, сколько стоит этот закуп. Ну, он стоил Сашка где-то отвечает за 125. финансы. 125? Ну да, получается фарш на скидке. И Фарша здесь очень много, в 2 килограмма. Kaufland мы пользуемся их картой, и там такие купоны выпадают, если потратишь 800 злотых, можно сделать себе скидку 10 злотых от 70, и вот мы использовали такую скидку, поэтому так где-то 135 было бы. И что еще? Мы платим подарочной картой, как мы рассказывали. На Али Работ можно купить, получить кэшбэк. Ну, мы, может, это рассказывали, но уже очень давно это было. Можно работает в Kaufland, в Бедронке, и почти никто никогда не пользуется, я никогда не видел. Ну, хотя обычно, да, мы 1,5-2%, в Kaufland, по-моему, 3% просто вот в секунду тебе капает. Можно вывести потом. Мы уже много лет. Мы, наверное, как приехали. Я сначала нашел эти карты в системе My Benefit, мы иногда брали, на Kaufland тратили. А потом как-то я увидел. Я уже даже сама иду в Бедронку. Уже даже в Бедронке это есть. Ну, и пользуемся. Ну, всегда приятно сэкономить. Мы этих кэшбэков уже столько вывели. Ну да. Экономьте, ребята. Чтобы позволять себе всякие крутые вещи, нет? Да. Хотя многие не экономят и позволяют себе классные вещи. Ну, блин, не слушайте нас. Ну, делайте как хотите. Если вам ситуация позволяет не смотреть на цены, то, конечно, наши советы идут нафиг. Да. Но если вдруг вы такие скупые, экономные, как мы, то, в принципе, почему нет? Копейка рубль бережет. Это минутное дело, а в год сотни злотых экономится. Да. А сотни злотых, это столько всего можно купить. Если так подумать. Да или даже не купить, а просто отложить на процент или еще что-то деньги. Ну, это уже другая тема. Вот. Так что либо слушайте нас, либо не слушайте нас. Решайте мы все равно будем говорить. Решайте сами. Взрослые люди, в конце концов. Вот знаете, что я вам посоветую? Вот лайк поставить. Вот, наверное, посоветую, нет? Тут такая инвестиция хорошая. Я считаю, что фишка наших видео — это глупые распаковки. Распаковки всякой фигни. И что мы не готовимся к съемкам. Никогда. Не прибираем там. Ну да, не выбираем. Ну, кто-то там ищет ракурс выгодный. Ну, у нас тоже выгодный очищает ракурс. угол. Вот мы сушим белье. Мы определили этот угол для сушки белья. Тоже хороший ракурс. Жизнь, как она есть, нет? Но мы не приукрашаем. Не приукрашаем жизнь, а просто... Нет, жизнь мы приукрашаем, а не приукрашаем видео, потому что... Зачем? Надо же показывать, как оно есть, как вот жизнь идет. Вот мы сейчас постирали, повесили белье. Коробка сутки стоит. Ну, если нас не стать на какой-то отдых на Мальдивах, то мы не пытаемся показать, что мы можем себе позволить. Да. Поэтому сутки стояла эта коробка, мы ее хотели распаковать, и вот наконец-таки после стирки мы добрались до... Ну, это тоже про стирку в какой-то степени. Она была уже почти открытая, мы в жабке забирали, да, я поэтому... не знаю, почему она была... Ну, она плохо запакована, может. Ну ладно, раскрывай. Быстрее будет распаковка. Надеюсь, там никто не полазил. Тут она так упакована. А что странно как-то упаковано. За пакетики такие. Это для кофемашины, потому что, чтобы пить вкусный кофе, надо ухаживать за своим оборудованием.
Не просто вкусный кофе, а чтобы всю кофемашина долго действовала, работала. Это важно. Да. Ну, Саша, он как и за машиной любит ухаживать, за машиной нашей. Не то, что люблю, но хочется, чтобы служили долго и качественно. Да. И то же самое и за кофемашиной, и за стиральной машиной, за всем. Сашка следит. Молодец. А как будто чего-то не хватает. Да? Что-то выпало? Или тут еще. А что должно быть еще? Вот эта штучка. Вряд ли там... есть. Вот это. Все, наверное. А что это такое? Смазка пищевая. Боже. Это тоже вот в кофе... Ой, блин. Кофемашина? Так. Думаешь, это кому-то будет полезно? Ну, хотя у кого-то, если есть кофемашина... А это типа универсально, это подходит для любой кофемашины? Да, это для чистки молочной системы. Угу. Это для чистки кофейной системы, это для смазки там, заварочного блока. Угу. Плюс еще нужно для очистки от накипи, это лимонная кислота справляется. Угу. Можно купить тоже средство, там литр за 20-30 злотых. Лимонная кислота. Мы, красавчики, пришли гулять, чтобы вы понимали, что не только Сашка красавчик, но и вот этот пушистик красавчик. Он сейчас психует, что ему ничего нельзя. Он залазит вот сюда, вот в эту траву, и с какого-то перепугу решил, что ему можно эту зеленую траву есть. И обиделся, и сидит, недовольный, что мы на него наругались немножко. Наругались? Наругались. Детей надо воспитывать, ребят. Пойдем покажем новое место. Новое место. Мы находимся, мы сказали? Монополис. Монополис. Ребят, запоминайте, прикольная такая территория. Больше как, такое офисно-ресторанное. Но, просто как тут есть такая зона отдыха, типа тусовочная, наверное. Да. Когда не такой пустынный день. Хотя, может, тут всегда. Нравится, что тут пустынный день. Это круто для прогулки. И для съемок. Тут сюда пришли просто прогуляться, и заодно вам хотим показать какое-то крутецкое место. И для себя тоже понять, что мы молодцы, что остались в Лоди. Или не молодцы. Это такое подобие мануфактуры, подобие немножко фузии тоже. Только тут офисы вместо квартир. Да. Тут очень много каких-то заведений, много растений, какие-то такие интересные ландшафтные решения. Мы вам сейчас даже покажем там чуть дальше. Мы где-то видели пальмы, Сашулька. И там мы всей семьей идем. Красавчики. О, вот смотрите, есть такое заведение, суши, какое-то азиатское, японское, наверное. Тут разные заведения, тут итальянские. 2 итальянских. Да, 2 итальянских, вон суши. Польский, стейк. Да. Кухня тоже итальянская кухня. И вот, короче, всякие заведения, офисы. Красота вообще. Пилатес. Пилатес даже. Ой, красота. А вон наверху растения, ты видел? Мы тут просто были один раз и были вечером. Вечером тут вообще интересно. Музыка играет и фонарики так горят. Молодежно это все выглядит. Вот смотрите. Не только на Миллионова башня, но и Монополис. Вот эта труба. Это же не башня, наверное, труба. Это такое дизайнерское решение. Угадайте, что значит на польском «мисс» и «Малгожата». Кто угадает первым, то сразу стоит лайк этому видео. Также можно прокатиться на лифте. Тут очень, конечно, высоко. А пупеть не встать. Но лифт имеется. Видите эти пальмочки? Видите. Кто увидел, тот быстренько ставит лайк этому видео. Мне кажется или не кажется, что пальмам в Польше сложновато жить, судя по их виду. Мне кажется, они умирают медленно и верно. Вот тут тоже пальмы. И я практически уверена, что они кричат о помощи. Нам надо на солнце, хотя бы в Турцию пустите. А не вот этот вот холод польский. Столько интересных решений.
такое классное пространство. Очень круто. Кто вот здесь живет в Лоте и не был еще в этом месте, в Монополисе, там, то запрошаємо. Саша, мы запрошаємо? Мы, Тут да. без билетов, вход Да. бесплатный. Что Куча происходит? заведений. Ну, не куча, но Да. есть разные заведения. Да. Есть индийское там еще на углу. А мы тут с Сашкой идем и... Так, он Чупик что-то это жрет. тоже шведский стол. Ну-ка, выплюнь. Выплюнь. Чупи фол. Выплюнь. Сожрал. Иногда выплевывает. Мы тут с Сашкой идем и обсуждаем насущную тему. Вы знаете, что у нас есть очень хорошая новость. Это что Сашка у нас получил обывательство. И это очень круто. Но ровно из-за этого у нас появляется чуть-чуть другая проблема. Получается, что я делала на основании свою карту побыта по Сашиному основанию. С основания было сталый побыт. Да. И у Саши тут поменялось основание, а мне карту побыта не успели дать. Естественно, потому что они не торопились особо ее мне дать. И вот я страдаю и думаю, что будет? Аннулируются ли мои сроки, Саша? Или не обнуляются? Обнуляются или не обнуляются мои сроки ожидания? Вопрос. А я уже жду год. Целый год, ребят. Блин, так красиво. И вот мой, вопрос открытый. Чат GPT говорит, что не переживайте, ждать недолго. Но я ему не верю, потому что они все время эти GPT, они говорят какую-то хрень иногда. Сроки ожидания у всех разные. Там очень много рандома, как будто. И непонятно, от чего больше зависит. От в целом сроков ожидания или от того, что поменялось обстоятельства сейчас. И либо, я не знаю, как это учитывается. Потому что в Ужонде тоже у каждого этого инспектора свое понимание законов. Угу. И, посмотрим, может, будет какое-то письмо с вызовом на дополнительные вопросы, документы. А может, уже дождемся. Я не знаю, дождемся. Следующий шаг год неохота. подаваться на сталый побыт, наверное, чем на резидента. Да. Тоже еще не решили. Так вот, самое интересное, ребята, что я хочу у вас узнать, потому что меня это гложет. Есть же люди, которые сейчас тоже в тракте ожидания карты побыта, может быть, даже есть у кого-то такой похожий кейс, как у меня, что вы поменяли основание. Долго ли вы ждали? Или вообще не... хотя бы сколько месяцев вы ждали? Просто я собираю свою статистику. Пока у меня статистики только 3 человека. Плохие статистики. Да, и они все не очень. Они все говорят, что они ждут после отпечатков уже 7 месяцев на сегодняшний день. Я, короче, не знаю, что ожидать. Вот. Так что будьте добры, ответьте, если вы находитесь в тракте ожидания карты побыта. Мы не могли пройти мимо этого местечка. Тут такая красивая сакура. Надеюсь. Похоже на сакуру. Вот эта вишенка такая скромная рядом. А вот это прям такая из Японии прилетевшая. А вот, посмотрите, надпись как Лодзи. Тут... прикольно сделано, вот эти акценты. Я только сейчас заметил. Желтые. Луч, точно. Как вот эти штрихи и точно. Точки, там, значки над О из-за этого. Пока ты мне не сказала, я даже не поняла. Точно обыграно. пишется же с такими палочками вверху. Да, классно. Классно, чуть. Классно. Если бы траву еще Жопа пожрать. отвернулся. Все, пойдем домой. Да, идем домой. Классно погуляли, крутая прогулка.